Алиса отправилась в последний поход в горы перед базовой подготовкой. Она выросла в этих местах и хотела проститься с родным домом. Поднявшись в холмы, девушка услышала душераздирающие стоны. В расщелине застрял маленький медвежонок. Он плакал и звал мать. На вершине обрыва бегала встревоженная медведица, безуспешно пытавшаяся добраться до детеныша. Каждый ее шаг сыпал вниз песок и камни, угрожая малышу. Алиса знала, нельзя терять время. Медвежонок попытался выбраться сам, но оступился и застрял задней лапой в расщелине. Боль, страх и беспомощность — все смешалось в его плаче. Алиса понимала, если не помочь, он погибнет. Снаряжения не было, только веревка в рюкзаке и никакой страховки. Она сообщила родителям, где находится, и начала спуск. Спуск по гладкой скале без снаряжения оказался одним из самых страшных моментов в ее жизни. Каждый шаг давался с трудом, пальцы и ноги цеплялись за малейшие выступы. Один раз она чуть не сорвалась, но собралась и продолжила. Добравшись до уступа, Алиса осторожно приблизилась к медвежонку. Он дергался, испуганно пытался убежать, но она сумела его успокоить. Осмотрев лапу, Алиса аккуратно ее высвободила. Серьезных травм не было, только ушиб. Но теперь стояла другая задача — как безопасно спустить медвежонка вниз. Подъем с ним был невозможен. Спуск — единственный выход. Обвязав малыша веревкой и зафиксировав себя, Алиса осторожно спустила медвежонка вниз. Он испугался, извивался, но в итоге оказался на земле. Теперь очередь Алисы. Изможденная, с болящими мышцами, она начала медленный спуск. Уступ под ней начал осыпаться. Она сбросила рюкзак, чтобы облегчить путь, и продолжила. Наконец, ее нога коснулась земли. Она сделала это. Изнеможенная, Алиса отползла в тень. Вскоре к ней подполз медвежонок. Он терся об нее, как будто благодарил. Неожиданно из леса вышла медведица. Алиса замерла от страха, но медведица лишь обняла медвежонка. И произошло нечто невероятное. Медведица ушла, а затем вернулась с ее рюкзаком в пасти. Она положила его рядом с Алисой и села неподалеку. Алиса пила воду, а медведица как будто охраняла ее, пока та восстанавливалась. Когда пришли родители, медведица мягко коснулась ноги Алисы и ушла в лес. Медвежонок в последний раз ткнулся ей в плечо, словно прощаясь, и побежал за матерью. Остались только следы и глубокое чувство благодарности. Этот день остался в сердце Алисы навсегда. В армии и в бою, в трудные времена она вспоминала этот момент. Страх, силу, решимость. Позже, вернувшись в родные горы, она увидела уже взрослого медведя с семьей. И ей показалось, что он узнал ее. Возможно, так и было. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!